Всем привет! Сегодня у нас видео необычного формата. Сегодня видео не обучающее, не такое полезное, как большинство остальных. Это видео, скорее всего, для информации. Для того, чтобы вы посмотрели разницу и сами прикинули, надо оно вам или нет. То есть я затонировал боковые стекла сам пятеркой, пленкой, самой обычной, но самой темной. Вот так вот это выглядит. То есть сейчас 5 часов, там 6 час вечера. Вот так выглядит нетонированное стекло переднее. Вот так выглядит двойная тонировка. То есть это заводская плюс пленка пятерка. И заднее стекло у нас осталось только в заводской тонировке. Оно выглядит на контрасте, на этом фоне практически не затонированным. То есть вот так вот это у нас все дело выглядит. Объясню почему. То есть я сейчас приехал в тонировочную, скажем так, ну в детейлинг-центр, если говорить человеческим языком. И мне сейчас затонируют такой же пятеркой заднее стекло за 1000 рублей. Объясню почему. То есть боковые стекла, они прямые, и их можно тонировать самостоятельно. Ну, если, конечно, имеется опыт, если есть интерес, если есть время. У меня такой опыт огромный с 2000 года. Я тонирую свои автомобили, ну, если это нужно. Вот, поэтому я затонировал за, наверное, пару часов боковые стекла. Задние я не смог по той причине, что оно выпуклое. Здесь нужны прямые руки и обязательно фен. Вот. Как минимум у меня нет фена, в принципе. Поэтому это стекло я доверю профессионалам. Они мне сейчас затонируют такой же пленкой. И я покажу результат уже, как это будет целиком тонированный автомобиль, как это будет выглядеть изнутри. У нас выглядит в пасмурную погоду. Вот так вот все это изнутри выглядит. То есть вот не тонированное стекло, вот тонированное стекло. Снаружи не видно вообще ничего. Вот так вот на просвет, я не знаю, вы что-то увидите или нет. Вот так вот. Тонировка, повторяю, пятерка. Пленка которая. Поэтому вот сами смотрите, надо оно вам или не надо. Может быть, оно вам слишком темно.